Высоко в горах Сибири поднимается каменная стена, которую называют Шорией. Она не выглядит простой границей между небом и землей, потому что ее присутствие воспринимается как вопрос, обращенный к человеку и к самой памяти Земли. Эта стена словно требует не взгляда, а вслушивания. В чем-то ее высота напоминает древний медальон, где каждая гранитная плита хранит не один сюжет, а целые поколения историй. В них переплетаются легенды местных жителей и следы научных исследований, голоса ветра на склонах и шепот ветхой памяти, который словно подсказывает человеку его место и предназначение. В этом мире прошлое не отступает, а продолжает задавать новые вопросы. Кто или что создало эту стену? И что, если ответ нельзя найти в одном времени, а он рассыпан по сотням линий истории, переплетенных между собой? История этой стены начинается не с официальных открытий и не с научных отчетов. Она рождается из дрожи слухов, из тишины древних преданий и из молчания камня, которое со временем начинает звучать громче любых слов. В начале XX века, как и в сказаниях старых поселений, люди говорили о великанах и небесных кулаках, о силах, пришедших с неба. Позже ученые добавили к этим рассказам свои версии, но первый сильный аккорд в этой истории прозвучал в 1908 году. Над Тунгусской тайгой вспыхнул огненный шар. Утреннее небо будто раскололось на фрагменты света. Ударная волна и жар повалили около 80 миллионов деревьев на сотнях квадратных километров. Однако кратер так и не был найден, словно энергия прошла сквозь Землю, не задерживаясь, и ушла в глубины неизвестного. Это событие стало первой крупной вехой в карте загадок Сибири. Позже к ней добавился еще один раздел. Денисова пещера и найденный в ней фрагмент кости оказались не просто археологической находкой, а дверью в новую ветвь человеческой истории. Генетический анализ указал на существование денисовцев, древних людей, живших здесь более 200 тысяч лет назад. Это открытие стало мостом между мифами и строгой научной реальностью. Сибирь перестала восприниматься как безмолвное пространство снега и льда. Она начала раскрываться как архив, где каждый огненный шар и каждая костяная искра читаются как штрихи на карте эволюции и памяти планеты. В 2013 году повествование делает новый поворот. На юге Шории, на высоком плато, начинается следующая глава загадки. Георгий Сидоров возглавляет небольшую экспедицию, в которую входят 19 человек. Среди них геологи, инженеры, фотографы, путешественники, переводчики легенд и люди, привыкшие работать в суровых условиях. Они видят не просто каменные стены. Перед ними открываются прямые углы и вытянутые линии, которые словно уводят взгляд вверх и вглубь. Гранитные блоки поражают масштабом. Их вес оценивается в 3-4 тысячи тонн, длина достигает почти 20 метров, а укладка выглядит столь аккуратной, что вся конструкция поднимается на высоту, сравнимую с небоскребами. Сначала это кажется мечтой для археологической сенсации. Но чем глубже исследователи погружаются в работу, тем отчетливее проявляется парадокс. Компасы начинают отклоняться, словно сходя с ума. Поверхность камня в некоторых местах темнеет, будто обожженная. В отдельных зонах заметны следы плавления, как если бы гранит побывал в огне в другом времени и другом месте. Интернет-пространство разжигает спор. Одни говорят о руинах забытой цивилизации. Другие настаивают на природном происхождении. Между этими позициями проступает миф о двери к неведомым технологиям. Так формируется триумвират объяснений. Первая версия опирается на предания местных жителей о великанах-строителях, о древних народах и городах камня.
Вторая говорит о высокоразвитых цивилизациях, чьи знания геометрии и механики превосходили современные представления. Третья указывает на возможное внеземное вмешательство, интерпретируя формы и вырезы как следы чуждой технологии. Однако ни одна из этих версий не удовлетворяет ученых. Они ищут более тонкий ответ, способный соединить геологическую правду и культурную память. Со временем взгляды начинают меняться. В 2014-2015 годах появляется новая ключевая фигура. Лина Крапивина, специалист по структурной геологии, возглавляет группу исследователей. Под ее руководством применяются лазерное сканирование, магнитометрические профили и георадары. Создается подробная карта внутренней логики гранитного массива. Результаты не дают однозначного ответа. В одних местах блоки выглядят словно сшитые под давлением и временем. В других обнаруживаются следы теплового воздействия, связанного не с открытым огнем, а с геотермальными процессами. Это заставляет отказаться от идеи единой монолитной стены и перейти к пониманию сложной многослойной структуры, формировавшейся на протяжении веков и сохранявшейся под поверхностью как защитный механизм от сурового климата. В 2016 году исследования приобретают новое измерение. Лина вовлекает местное население в процесс изучения плато. Жители становятся участниками экспедиций, получают гранты, осваивают методики, которые ранее считались недоступными. В научный диалог входят рассказы старожилов, их поверья о духах камня и тенях молотов, оживающих в ночи. Так формируется концепция поля памяти. Это уже не только геологический феномен, но и культурная память планеты, которой необходимо дать голос. Наука и народное знание начинают звучать вместе. К 2017 году исследования выходят в формат открытых публикаций. Ученые больше не стремятся доказать мистику. Они ищут границу, где инженерная геология соприкасается с геоморфологией и акустикой. Камень начинают читать как архив, где каждый слой хранит историю процессов, от вулканического фона до возможных древних инженерных практик. Однако загадка остается. Следы ожогов и плавления, резкие углы и странная гармония между природой и человеческим следом продолжают вызывать вопросы. Местные общины живут рядом с плато, вплетая историю стены в повседневность. Старики рассказывают о необычном свете, который иногда касается камня. Дети учатся видеть на поверхности узоры времени, будто камень говорит с ними на понятном языке. В 2020 году начинается новая глава. Экспедицию возглавляет доктор Амина Калинина, геофизик и специалист по минералогии памяти. В ее команде работают не только геологи и инженеры, но и антропологи, лингвисты, художники. Они привозят на плато современную технику и старые рукописные легенды, сопоставляя тексты и измерения. Исследователи замечают сеть тонких трещин и микрослоев, уходящих глубоко в породу. В них при определенном освещении вспыхивают оттенки меди и бронзы. Эти минералы проявляются лишь при редком сочетании ветра, температуры и волн, проходящих через гору. Возникает идея, что блоки не просто удерживают массу, они участвуют в сложной игре света и тепла. В центре внимания оказывается поле памяти. Геометрические символы на камне напоминают древнее письмо, созданное не буквами, а формами. Треугольники, квадраты, концентрические круги начинают восприниматься как карта времени, указывающая на климатические и геологические события прошлого. Калинина предлагает создать интерактивную карту памяти. Это не просто схема местности, а дневник наблюдений, где данные приборов синхронизируются с легендами. Дроны и программное обеспечение позволяют накладывать слои информации и видеть историю стены как живую структуру.
Одним из самых поразительных открытий становится совпадение прямых углов с маршрутами древних кочевников. Это заставляет увидеть геометрию как форму культурной памяти, встроенной в камень и пространство. Следы выемок в породе указывают на возможное древнее использование региона как источника металлов. Камень остается молчаливым свидетелем, но теперь у него есть язык. Постепенно возникает понимание стены как сети взаимосвязанных блоков, каждый из которых имеет собственную память и время. Исследователи начинают изучать акустические свойства гранита, его резонансы и отражения, словно стена способна говорить звуком. История стены становится историей людей вокруг нее. Старейшины передают рассказы о голубом свете. Дети учатся читать узоры времени. Ученые создают совместные программы обучения и практики. Техника и память, наука и предание становятся равными. Несмотря на трудности финансирования и риск поверхностной сенсационности, исследование продолжается. Так Шори остается местом встречи миров. Здесь истина рождается не из одного ответа, а из множества голосов. И человек учится быть не владельцем знания, а слушателем того, что камень говорит без слов, но с силой, ощущаемой в каждом шве, каждом угле и каждой искре времени. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.